Здравствуйте, в эфире программа «Секреты миллионера» от Андрея Хавратова. И сегодня мы будем говорить о том, как стать богатым. Но прежде мы найдем ответ на вопрос, почему год от года человек не становится богаче, а именно тот, кто хочет по-настоящему разбогатеть. Как приумножить свои финансы? Как управлять деньгами? И как сделать так, чтобы ваши доходы были больше, чем расходы? И именно эти ответы мы будем искать сегодня в течение нашей программы. Поверьте, можно совершенно по-другому организовать свою жизнь и стать финансово независимым. Более того, создать те источники дохода, которые вас приведут к полной реализации. Но прежде чем мы до этого дойдем, нужно понять, а какие существуют законы финансов, законы денег. Поверьте, они есть. На все эти вопросы мы найдем сегодня ответы. И поможет нам миллионер, основатель и автор Академии частного инвестора, профессиональный инвестор, коуч, бизнес-тренер по финансовому и инвестиционному развитию личности Андрей Хавратов. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Андрей, расскажите, как вы стали миллионером? Ключевое слово «стали», потому что миллион можно заработать, но стать миллионером невозможно, если ты не формируешь в себе привычки миллионера. И один из важных моментов для того, чтобы быть миллионером, стать сначала, а потом быть миллионером, это вырабатывать в себе правильное инвестиционное мышление. И однажды я вспоминаю, когда я заработал приличную сумму денег, и они через руки просто, скажем, исчезли. И ты задал себе вопрос, у тебя вроде бы было много денег, но почему ты не стал богатым? И я понял, что нужно вкладываться в обучение и в образование, в собственное образование. И вот с того момента, с 98-го года, я начал вкладываться в образование, в обучение и обучаться, как сохранять, не просто зарабатывать, а еще сохранять и приумножать свои капиталы. Тогда я стал миллионером, и сегодня я являюсь миллионером. Научиться сохранять и приумножать свои капиталы вы можете, если дозвонитесь по телефону, который видите на экране. Звоните прямо сейчас и задавайте вопросы Андрею Хавратову, который готов ответить. И поверьте, этот ответ точно изменит вашу жизнь уже сегодня. И я слышу, у нас уже первый звонок появился в студии. Алло. Алло. Добрый день. Добрый день. Я мама двоих детей, студентов, и моя семья уже нескольких поколений с такой установкой живет. Нужно получить высшее образование, найти хорошую работу, и тогда будешь уважаемым человеком. А вот у детей у меня совсем другая позиция жизни. Они спекулятивными продажами занимаются, стремятся привлечь большое количество знакомых, незнакомых людей в сетевые компании, пытаются вложить деньги в интернет-проекты, и меня вот это все очень напрягает, даже иногда, я бы сказала, пугает. И даже вот когда я прошу их не отвлекаться от учебы, слышу такой ответ: повесишь диплом у себя в спальне, но по специальности мы работать не будем. Андрей, у меня к вам такой вопрос. В юности у вас был наставник, учитель, или вы добились всего методом проб и ошибок? И как ваши родители реагировали на ваши юношеские бизнес-приключения? Естественно, в детстве, когда я занимался где-то спортом, были тренера, и без наставника нам никуда не деться. Особенно если мы хотим заниматься предпринимательством и бизнесом, нам необходимо найти наставника. И то, что ваши дети сегодня хотят и стремятся быть богатыми, я бы рекомендовал вам тоже изучать законы богатства, законы инвестирования, и еще с ними обсуждать эту тему. И самый еще главный момент – верить в них. Потому что вера своих родителей в своих детей, результат детей будет гораздо-гораздо выше. Спасибо, Андрей. То есть я правильно понимаю, все-таки наставник очень нужен детям, и моя задача не мешать, а вдохновлять, помогать их и быть вместе с ними. Правильно понимаю? Совершенно верно. Совершенно Но я бы, верно. наверное, больше еще добавил. Вот, хорошо, что, Татьяна, вы можете вдохновлять своих детей, но если мы говорим, Андрей, все-таки о таком профессиональном наставничестве, все-таки согласитесь, финансовая жизнь – это новое дорожное движение, вот, и которому, как я уже говорил, не учат ни в школе, ни в институте, и вы об этом говорите на своих вебинарах. Вот скажите, Андрей, кстати, а у вас был наставник? В бизнесе? Да. В бизнесе у меня были наставники, и по инвестированию у меня были наставники. Я вкладывал огромное количество и времени, и денег для того, чтобы научиться. Получается, дорогие телезрители, для того, чтобы научиться ездить на автомобиле, все равно вам придется обратиться к услугам инструктора. А для того, чтобы управлять своей финансовой жизнью,
тоже нужно и желательно обратиться, конечно, к инструктору, а точнее к наставнику, коучу, бизнес-тренеру Андрею Хавратову, который вас научит правильно двигаться и с минимальными рисками, а точнее, может быть, совсем без них. Андрей, кстати, а вы обещаете видеокурс «8 правил частного инвестора». Расскажите более подробно. Хочу напомнить, что все, кто дозвонится, получат в подарок этот видеокурс. Расскажите подробнее, а что это за видеокурс? Я специально его создал, это мой опыт, это не только теория, но и моя практика, как сохранить и приумножить свои средства. И даже человек, который сегодня зарабатывает 5 или 10 тысяч рублей, если будет использовать эти 8 правил частного инвестора, он будет жить в достатке уже через полгода, а за 10 лет он способен стать миллионером. То есть он способен создать свой капитальный доход $1 миллион и более. Это вот примерно какой первый результат можно получить, когда человек приобретает этот видеокурс? Вот он его освоил. Сколько он по времени занимает освоение этого видеокурса? 15 минут каждое видео, 8 видео, 120 минут. Отлично. И у нас снова есть звонок в студии. Алло. Да. Здравствуйте, Андрей. Меня зовут Нина, я пенсионерка и рада, что мне сегодня посчастливилось снова дозвониться в студию. Живу под Липецком, есть дом, земельный участок и минимальная пенсия. Я внимательно и с интересом смотрю ваше выступление. И меня заинтересовал вопрос, куда и как могу я со своей минимальной пенсии вложить $1. Ну пусть 10, ну даже 50, чтобы через 4-5 лет превратить его в миллион. Я уже хочу это сделать и хочу последовать вашим советам. Ну просто не знаю, как это делается. Благодарю, Нина. Ну, первое, хочу сказать, что я бы рекомендовал вам в первую очередь изучить 8 правил частного инвестора. Это тот видеокурс авторский, который я создал специально для того, чтобы люди могли научиться сохранить и приумножить свои деньги. Второе, если говорить о миллионе за 4-5 лет, конечно же, откладывая и инвестируя такие деньги, ну, наверное, вы не создадите $1 миллион капитал, то бишь 50 миллионов рублей, а вот $1 миллион и от миллиона до 10 миллионов рублей вы сможете. И когда вы изучите 8 правил частного инвестора, вы это поймете. Также у нас есть авторский курс, мой авторский курс «Как $1 превратить в $1 миллион». Там я подробно рассказываю, там есть таблицы, как это все происходит и что делать. И первое, что хочу сказать, да, Нина, нужно, скажем, научиться, что такое инвестирование, понять, что такое инвестирование. И один из главных принципов и главный секрет, который меня спрашивают: Андрей, ну как ты стал миллионером? Откладывать 10%, заплатить себе. То есть вы уже имеете какой-то доход. 10% от этих денег, которые вы уже получаете каждый месяц, откладывайте, научитесь откладывать эти деньги. Досмотрите нас до конца, у нас будет сегодня 4 секрета раскрыто. И один из секретов... У меня такой вопрос. Я могу это каждый месяц откладывать или просто один раз можно это сделать? Вообще-то нужно откладывать каждый раз, когда вы получаете какой-то доход. Если вы вдруг живете на селе или на земле, и вы выращиваете что-то и потом продаете, у вас есть доход, значит, вы откладываете с этого дохода. Если вдруг у вас есть машина, вы кого-то подвезли, кто-то вам заплатил денег, откладывайте от этих денег 10%. То есть каждый раз, как только вы получили какой-то доход, нужно откладывать 10%. То есть любой доход, неважно какой. Да. Ответил на ваш вопрос, Нина? Или еще да, спасибо вам огромное, Андрей. И вам огромное спасибо за вопрос. Вот такой был звонок из Липецка, и мне режиссер сообщает, что у нас на линии в очереди очень много звонков. Напоминаю, что вы можете дозвониться по телефону, который вы видите на экране. Звоните прямо сейчас, задавайте вопрос миллионеру Андрею Хавратову и получайте ответы на любые волнующие вас вопросы, а точнее проблемные жизненные ситуации, о которых мы сегодня говорим. Андрей, вот вы говорите просто взять эти деньги, отложить. Это первый шаг. Ну а дальше что делать? Мы перейдем ко второму секрету. Я хотел поговорить о первом сначала, отложить эти деньги. Я узнал, что можно откладывать 10%, которые могут дать тебе увеличение в будущем доходов, еще в 1997 году. А только в 2002 я начал регулярно это делать. Так вот, я заметил такую тенденцию не только у себя, а у многих людей, кто это делает. Чем больше денег у тебя в этих 10%, это как твой банк, как денежный магнит, который к тебе притягивается, еще больше денег. Вот сколько у тебя находится в 10%, столько ты зарабатываешь в месяц. Находится больше, зарабатываешь еще больше. А у нас снова звонок в студию. Алло. Алло. Да, говорите. Здравствуйте. 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 Меня зовут Наталья. Я дизайнер в портьерном салоне.
Андрей, вот видно, что вы человек не только богатый, но и порядочный, скорее всего, даже без вредных привычек. Вот скажите, пожалуйста, вы замечали в своей жизни, вот было у вас такое, как только что-то улучшаете в себе, то сразу улучшается ваше финансовое положение. И наоборот, где-то слукавил и тут же потерял деньги. Или это никак не связано? Наталья, а где вы живете? Где вы живете? Стать богатым, когда у тебя в семье, в роду все всегда жили в нужде. Наталья, откуда вы? Наталья, из какого города? Я из Уфы. А сколько вам лет? Мне 48. Ну, очень хороший вопрос, потому что если человек, есть такая фраза, если ты хочешь, чтобы вокруг тебя что-то изменилось, изменись сам. Я это понял в 30 лет, когда мне было 30 лет. До этого не мог понять. И вот здесь, Наталья, вы правы на 100%. Необходимо изменять в себе привычки, те привычки, которые мы приобрели однажды в советское время, хотя в советское время было тоже много хорошего, и далее нужно пытаться изменить. Если мы хотим стать богатыми, нужно учиться богатству. Нужно быть с богатыми людьми. А как это может помочь вам? Андрей, вот вы говорите изменить привычки. Наталья, вот, а вы привыкли же зарабатывать какую-то определенную сумму в месяц? Кстати, у вас какой заработок? Сколько вы зарабатываете? Ну, около 40 тысяч рублей в месяц. Скажите, пожалуйста, Андрей, вот я правильно чувствую, что у вас нет вредных привычек? Но что вы имеете вредные привычки? Ну, на Новый год мы отмечаем Новый год и, естественно, пьем шампанское иногда. Кстати, а вот быть бедным – это вредная привычка, Андрей? Да, это плохая привычка. Это привычка, которая нужно в себе ее изменить, скажем так. И как она может измениться, у меня есть медитация «Я денежный магнит». Если человек будет слушать ее, даже если он не верит в это, он будет слушать ее 2 раза в день, утром и вечером по 10 минут, к нему начнут приходить деньги, и его жизнь станет немножко финансово лучше. И он, более того, начнет изменять в себе привычки бедного человека на привычки богатого человека. О том, как изменить отношения, разрешить себе, поменять свои привычки. И мы еще не говорили об образе мыслей. Вот именно эти все составляющие помогают вам перестроиться, ну, как бы сказать, Андрей, правильно я скажу, перестроиться на другой регистр? Да, то есть это установка. Мы люди установок, нам нужно поменять установку бедности на установку богатства. И что богатство – это хорошо. Потому что у многих людей очень плохая установка, это, как я уже говорил, да, это к деньгам плохое отношение, что деньги – это плохо. Деньги и это плохо. я думаю, у многих людей такая же есть установка, даже если он говорит, не-не-не, деньги я люблю. Но установка есть такая. Поэтому поменяйте и говорите, я люблю деньги, деньги любят меня, деньги мою жизнь делают лучше, моя жизнь с помощью денег становится прекраснее, я даю благо людям благодаря тому, что я богатый. И вот изменится, я уверен на 100%, Наталья, ваша жизнь. Первый секрет, чтобы стать богатым, обеспеченным человеком. Заплатите самому себе. Откладывайте 10% от каждой статьи дохода, которая есть в вашей жизни. Именно такой секрет поведал нам сегодня миллионер Андрей Хавратов. И мы, конечно, будем открывать следующие секреты во благо вашего благополучия, дорогие телезрители. Также вам напоминаю, звоните по телефону, который вы видите на экране, задавайте любые вопросы. Я понимаю, что сейчас очень много звонков в студию, но самое главное дозвониться. И дозвониться именно с вопросом, который связан с деньгами или с финансами, а точнее с вашим финансовым благополучием. А также все дозвонившиеся получат видеокурс «8 правил частного инвестора». Поверьте, этот видеокурс делает вас совершенно успешным, богатым и меняет ваши привычки, меняет ваше мышление, меняет ваше отношение к теме финансов. Значительно короткие сроки. Это программа «Секреты миллионера» от Андрея Хавратова. И сегодня мы говорим о том, как стать финансово успешным. Мы открываем различные темы. Мы берем тот взгляд, который ранее еще не был нигде озвучен. Для этого у нас сегодня эксперт, миллионер Андрей Хавратов отвечает на ваши вопросы. Прямо здесь, в студии, мы сегодня решаем важную тему для жизни любого человека – это финансовое благополучие. И, Андрей, у нас, кстати, есть уже звонок. Алло. Алло. Да-да, вас слышно. Вы в прямом эфире, говорите. Здравствуйте. О, как замечательно, что я дозвонился. Спасибо. Андрей, вот хотел вам задать вопрос. Я вот сижу, слушаю передачу, и действительно много звонков. И у меня вот такая история. Мне денег хватает от зарплаты до зарплаты. У меня молодая семья.
Я не понимаю, о чем вы говорите. Как можно отложить там, с 15-20 тысяч в месяц какие-то 10%? Как это можно сделать? Объясните мне. У моих друзей и знакомых денег вообще нету. Мы еле-еле концы с концами сводим, чтобы детей накормить. Вот у меня, собственно, такой вопрос. Как вас зовут? Дмитрий меня зовут. Дмитрий, а вы откуда? Дмитрий. Из Майкопа. Дмитрий, а у вас сколько детей? 2. Девочка, мальчик, да, маленькие. 5-7 лет. А сколько вам лет? Мне 30. 30. Дмитрий, ваша ситуация, ну, Андрей, правда, ситуация очень знакомая. Когда задерживают зарплату, когда зарплата маленькая. У нас только, ну, в стране, пожалуй, вовремя получают пенсию. А так, в общем-то, есть случаи, когда, ну, и правда, и так зарплата маленькая, да ее еще задерживают. Дмитрий, кстати, а у вас была ситуация, когда у вас задерживали зарплату? Ну, конечно. И сейчас периодически, месяц-полтора точно. Угу. То есть, фактически, я живу, даже и в долг беру. Я не могу отложить ни 5%, ни 10%. Естественно, хочется повышать свою квалификацию, там, обучаться. Но на это все нужны деньги. И что мне делать? Дмитрий, благодарю за этот вопрос. Действительно, 90% людей на планете находятся в круге недостатка денег. И это факт. Именно поэтому я создал в 2011 году Академию частного инвестора, чтобы таким людям, как вы, потому что в вашей ситуации я находился тоже когда-то давно. Это было, конечно, когда я работал еще, первая моя профессия шахтер. И я жил от зарплаты за зарплаты, и денег не хватало. И когда я первый раз прочитал в 97 году, что можно откладывать 10%, сказал, так мне и так не хватает денег, куда откладывать? Но это должен быть главный принцип. Вот, Дмитрий, давайте, вот я хочу задать вам вопрос. Скажите, у вас есть мечты? Ну, конечно, есть, да. Хотели бы вы жить в доме своей мечты, ездить на машине своей мечты? Конечно, конечно. Мне это снится все. Вот что вам нужно начать делать? Вы говорите, 10% это невозможно откладывать. Разницы нет. Живете вы на 20 тысяч или на 18 тысяч? Это 2000 рублей в месяц. Я отложу 10%, это 2000. Совершенно верно. Как я могу купить машину? 2000 рублей в месяц – это уже тот принцип, который вы вырабатываете в себе. Ведь богатые и бедные люди, они не отличаются деньгами. Это способ мышления и это определенные привычки. Я вам рекомендую прямо с сегодняшнего дня, прямо сейчас, вот откройте свой кошелек, сколько у вас там находится денег, возьмите, отложите 10%, купите конверт на почте, назовите это «Банк мой личный», инвестиционное отчисление, и постарайтесь оттуда никогда не брать деньги. Вот никогда. Вы сможете их использовать, 4-й секрет, только туда вкладывать, но никогда. Вот это главный секрет и главный принцип, который вам нужно выработать. Скажите, вот пообещайте мне, что вы начнете это делать. Ну хорошо, я попробую. Не, пообещайте, скажите, да, я буду это делать, Дмитрий. Если, да, это удастся, и тогда поделюсь своими, значит, впечатлениями через год. Можете мне сейчас вот пообещать в эфире, что да, я обещаю, что я начну это делать прямо сейчас? Да, обещаю. И со всех своих доходов я буду откладывать 10%. Хорошо. Вы уверенно очень говорите, я попробую так сделать. Спасибо вам. А у нас снова звонок в студию. Алло. Алло, добрый день, Андрей Федорович. Добрый день. Добрый. Меня зовут Евгений, мне 18 лет, и так вышло, что я с 14 лет плотно изучаю фондовый рынок, прочитал много разной бизнес-литературы, включая популярных коучей, да, таких как Роберт Кийосаки. Но в силу возраста у меня практически не было опыта инвестирования. И поэтому очень важный для меня вопрос, Андрей, какой инструмент в вашем портфеле показал максимальный результат за всю историю инвестирования? Отличный вопрос, Евгений. Рад, что услышал такой хороший вопрос. Самый максимальный результат в моем портфеле – инвестиции в образование. Когда мы инвестируем в образование, мы 100% можем не просто увеличить свои деньги, а преувеличить многократно, в 1000%, в десятки тысяч процентов на вложенный наш капитал в образование. Вы знаете, когда есть какие-то активы, они могут прогореть. Когда же есть знания и умение, еще и опыт, то даже если у этого человека забрать деньги, все деньги забрать, то через какое-то время он эти деньги вернет. Поэтому, Евгений, вот вы сказали, что вы 18 лет, но на фондовом рынке уже имеете какой-то опыт. Я бы рекомендовал вам, вот представьте себе и всем, кто меня сейчас слушает, возьмите ручку, лист бумаги и напишите. Андрей Хавратов сейчас дал вам $1 миллион, ну или 50 миллионов рублей.
Но это виртуальные, виртуальные деньги, да. Это виртуальные деньги, которые я вам дал. И постарайтесь вот все те предложения, которые вы уже изучали, а все, кто меня впервые слышит, предложения, которые разместить деньги с прибылью, постарайтесь этот $1 000 000 или 50 миллионов рублей разбить на те предложения, где-то 10 тысяч рублей, где-то 1 000 000 рублей, где-то 2 миллиона рублей, где-то 50 миллионов рублей вы потратите сразу. Да. Спасибо, Андрей, большое. Вы уже частично ответили на второй вопрос мой, но я хотел еще поинтересоваться. Очень важный для меня вопрос. Это какой инструмент, по вашему мнению, максимально подойдет вот для безопасного старта, допустим, мне, если у меня еще нет опыта как такового? Ну, как я уже сказал, это лучше всего образование, потому что вы тогда научитесь только сохранять и приумножать деньги и вкладываете деньги в первую очередь в образование. А второй момент, я бы рекомендовал вам, если вы хотите многократно преувеличить свои капиталы, то вкладываться именно в венчурные рынки. Потому что вложенный рубль в венчурный рынок через 5-10 лет, когда эта компания, которая выходит на венчурный рынок, реализуется, вы сможете преувеличить и получить из этого вложенного рубля, может быть, с инвестированного рубля, вы сможете получить $1 000 000 рублей. И таких примеров очень много. Риске ведь очень на венчурном рынке, прошу прощения, очень большие риски ведь. Совершенно верно. Каким образом я могу... Поэтому часть денег, которые вы сохраняете уже и хотите их инвестировать, от 2 до 5% можно вкладывать в высокорисковые проекты. Не более, а от 2 до 5%. Это то, что рекомендую. То есть вы советуете мне основную часть капитала, который я могу откладывать сейчас, инвестировать в образование, да, в обучение в первую очередь, а от 2 до 5% венчурные риски, правильно? Совершенно верно. И если у вас остаются какие-то еще деньги, то вкладывайте в гарантированный сектор экономики. Сегодня, к сожалению, он пока гарантированный. Это банковский сектор. Он гарантированно вам дает определенный процент. К примеру, если у вас 1 миллион рублей, вы вкладываете его в банковский сектор, вы получаете 8% годовых. Вот из 80 тысяч, которые вы получите депозитом, вы можете распоряжаться уже на низкорисковые, среднерисковые, высокорисковые активы. Но в первую очередь вкладывайте в образование. Тогда вы будете только сохранять и приумножать ваши средства. Евгений, как я ответил на ваш вопрос? Спасибо огромное. Спасибо вам за вопрос. А я хочу напомнить, что сегодня все звонки у нас в студию бесплатные. Вы можете дозвониться из любого города нашей страны по номеру 8 800, который вы видите на экране. Звоните прямо сейчас. И я хочу сказать, что мне вот сообщает режиссер, что звонков очень много, но звонки выбираются выборочно, поскольку, ну и правда, есть звонки по теме, которые связаны с темой финансов, денег, прибылью. И есть звонки, ну не совсем, скажем так, по теме. Но в любом случае, этот телефон, по которому вы можете дозвониться. А если вы не дозвонились, то в дальнейшем вы можете зайти на сайт Академии частного инвестора и позвонить по этому телефону, точно так же обратиться с просьбой и задать свой волнующий вопрос. А мы продолжаем нашу тему. И напоминаю, что тема сегодня «Секреты миллионера» от Андрея Хавратова. Андрей, вот очень важной была такая тема. 18 лет. Евгений, и он уже четко знает, что он хочет. Вот многие утверждают, что деньги притягиваются к тому, кто точно знает, что он хочет в этой жизни и от этой жизни, а точнее от своей профессии, от своей карьеры. Так ли это? Я сегодня уже говорил, что если любой человек хочет заработать $1 000 000, он его заработает. Любой, абсолютно любой. Главное четко знать, что... Неважно, какая у тебя профессия. Неважно. Работаешь ты у станка или работаешь ты топ-менеджером, ты можешь заработать $1 000 000. Можешь. Но только сконцентрироваться, что ты хочешь действительно этот $1 000 000. Это понятно. Вы говорили о том, что вот этот денежный магнит работает, когда я меняю отношения, я себе разрешаю, и когда я меняю свои привычки. Но дело в том, что правда ли, что успех и с меньшим напряжением деньги приходят в жизнь того человека, кто и правда на своей стезе, кто на своем пути, но, скажем так, любит свою профессию и за свою работу получает столько, сколько он хочет? Да, это правда. Лично из моего опыта скажу, что когда человек идет не по своему пути, он может заработать миллионы, а потом он их может потерять. И только лишь потому, что он идет не по своему пути, не нашел свой путь, свою стезю в жизни. Со мной так случалось. Я 2 раза был банкротом в 1998 году и в 2008 году. И я в 2009 году много вкладывал, в 2010 году в образование, в интернет-образование. Обучался у молодых ребят, у которых было 20-22 года, потому что в интернете они тогда очень сильно как бы развивались. И я понял важный момент, пройдя некоторые семинары, даже эзотерические, что важно найти свою стезю, идти по своему пути. Если ты находишь свой путь 18 лет,
то ты только будешь расти и никогда не потеряешь деньги. Потому что ты идешь по своему пути. Это очень важный момент. На звонок в студию очередной. Алло. Добрый день. Добрый. Добрый день. Меня зовут Стефан, мне 26. Я родился в Африке, сейчас я учусь в Москве. Вот. А родители мне помогают, конечно, деньгами. Вот. И, конечно, знаю я несколько языков иностранных. У меня всегда было огромное желание, да, зарабатывать много денег и стать самостоятельным, то есть быть независимым от родителей. Стефан, а вы откуда? Я из Ганы. Ганна, Африка. Да, Ганна, это Африка. А вы давно в России? Ну, я уже с 8 лет А кем вы работаете, учитесь? учусь еще я. Учитесь. И вам помогают родители, да? Да, то есть И вы... деньги. А вы когда уже хотите стать независимым? Вот сами себя обеспечивать? Но мне бы хотелось именно сейчас, потому что родители постоянно деньги отправляют, и получается так, что они все свои деньги мне сюда отправляют, и неприятно смотреть на то, как родители постоянно все... А на кого вы учитесь? Кем вы планируете работать? И где вы планируете? В России остаться или уехать к себе на родину? Ну, я учусь на ПГС, то есть строительный инженер. Пока нет никаких планов, но, скорее всего, я останусь в Москве. Вам нравится Россия? Мне очень нравится и язык, и погода, и культура. Ваша. Отлично. Какой вопрос? Стефан, а какой вопрос? Да, вот еще разочек давайте вернемся к вопросу. Повторите. Да, то есть я хотел уточнить, какие есть перспективные уточнения для меня и как мне лучше детство, потому что было очень много попыток зарабатывать денежки, и всегда все получилось не так, как хотелось бы. Вот. Желание у меня есть, и возможность тоже есть. А как мне просто действовать, я пока не знаю. Понял. Стефан, вот я бы рекомендовал вам научиться продавать. Тот человек, который может продавать и умеет продавать, он всегда будет очень богатый. Даже если у него заберут все деньги в какой-то промежуток времени, он очень быстро вернет эти деньги обратно. Это первый момент, который бы я рекомендовал. Второй момент. Если вы хотите очень быстро создать еще активы, которые могут вам давать пассивный доход, то работать именно по продажам с теми компаниями, которые работают на инвестиционном рынке, то есть в инвестиционном бизнесе. Я в свое время пришел в инвестиционный бизнес консультантом только по одной причине, что бонусы, которые я мог зарабатывать за то, что я привлекаю новых инвесторов в эту компанию, я мог вкладывать обратно в активы этой компании, получать, расширять свой портфель и получать еще больше прибыли. Андрей, вот вы говорите о Академии частного инвестора. А какая задача, какие цели у Академии частного инвестора, основателем которой вы являетесь? Главная цель и главная задача – это дать просвещение всем людям по финансовой инвестиционной грамотности. Так как огромное количество людей у нас финансово безграмотны, мы создали курс, я с коллегами, в основном 90% моего материала, это финансовый ликбез. То есть мы даем основы финансовой грамотности. Потом начальная школа 3 класса, средняя школа 4 класса и высшая школа 2 класса. То есть человек, проходя дистанционное обучение, это материалы примерно 240 листов PDF А4, он читает, я специально сделал даже не видео, а чтобы человек читал, потому что когда он читает, выполняет те задания, которые мы рекомендуем, он начинает образовываться сам. Это очень важно для человека, чтобы не я, как наставник сказал, иди делай то, иди инвестируй туда, делай вот эти шаги, и ты больше заработаешь. То есть он становится независимым. Совершенно верно. Учится принимать решения. Совершенно верно. И я так понимаю, что в Академии, как и в любом учебном заведении, есть разные курсы. 1, 2, 3, 4. И я даже вот вижу сегодня по звонкам, звонки же разного содержания. Кто-то звонит, говорит о том... Кстати, да, к разговору о звонках, и мне сообщают, что у нас очередной звонок. Алло. Да, сорвался звонок, но мы продолжаем наш разговор. И, соответственно, тот, кто, например, просто хочет увеличить свою ЗП, заработную плату, да, и не жить от получки до получки, это, возможно, один уровень. Кто-то хочет уже накопившиеся средства куда-то вложить. У нас были сегодня такие звонки. А кто-то уже мыслит, как более эффективно, чтобы работали средства уже вложенные. То есть получается, что здесь человек сам
когда приходит в академию, решает, какой ему уровень подходит. И мне, знаете, Андрей, очень симпатична ваша идея финансовой грамотности. Это и правда то, что можно получить в течение жизни, обучиться этому профессионально. Потому что, правда, в школе, вот я не помню, чтобы меня в детском садике, да, или там в школе, или в институте кто-то обучал тому, как заботиться о своих финансах, как создавать те самые источники дохода. Да, более того, не учат тому, как заботиться о своем здоровье, как выстраивать отношения. Но самое главное, то, о чем сегодня мы говорим, это финансы. И мы, кстати, делаем мы для детей курсы сейчас, подготавливаем. Да, у нас, а с какого возраста, кстати, эти курсы? С 9 лет, возможно. Потому что с 9 лет ребенок уже сталкивается конкретно с деньгами, и его можно уже, по крайней мере, основы давать сохранения, приумножения. Но я вам хочу сказать... Отлично. Это большой вклад. Такой вообще. пример, не знаю, можно привести или нет, но у меня ребенок, когда родился, я жил в Таиланде, и ему было 3 месяца, его убаюкают некоторые, поют, да, я ему 8 правил частного инвестора рассказывал, он так хорошо спал под это. Да вы что? Потому То что, есть, получается, прямо на подкорку. Да, я прочитал, что мы можем... Деньги это добро, деньги это добро, Совершенно деньги верно, это добро. да. С самого детства можем закладывать правильные установки, и потом он эти установки будет делать как уже обыденно, как вроде бы это действительно существует. Снова прервусь. Продюсер подсказывает, что есть звонок в студию. Алло. Добрый день, Андрей. Меня зовут Вадим. Первый раз дозвонился за 46 лет в студию прямого эфира. Вопрос связан Вы откуда, с вашей Фатим? Академией частного инвестора. Вопрос вот в чем. Действительно ли так говорят люди, что учение в этой академии, оно, в общем-то, основано на ваш личный жизненный опыт, положительный и отрицательный, взлеты и падения? Так ли это на самом деле? Вадим, да? Правильно я понимаю? Да. Вадим, с какого города звоните нам? Город Москва. Москва. И сколько вам лет, если не секрет? 46, никаких секретов нет. Да, действительно так. Академия полностью, ну скажем, не полностью, 90% материала – это мой личный опыт. Это я описываю, как я потерял деньги в свое время, как я их терял и почему я их терял, и почему я это делал. Однажды я услышал какого-то автора, у которого обучался, что говорит, плохо, что неудачники не ведут семинары, иначе бы тогда мы могли бы не попадать в неудачи. И вот я решил в этой академии писать как положительные свои опыты, так и отрицательные, потому что отрицательный опыт, он поможет человеку не допустить того, чтобы с ним произошло то, что произошло со мной. Будете ли вы делать ошибки и наступать на свои грабли? Будете 100%. Но они могут быть менее болезненные, и их может быть гораздо меньше, если вы пройдете хотя бы дистанционное обучение частного инвестора. Ответил на вопрос, Вадим? Да, все, большое спасибо. Спасибо и удачи. До свидания. Благодарю. Отлично. Но давайте вот сейчас у нас уже было много звонков и было много информации. Андрей, вот скажите все-таки второй секрет. Давайте еще раз озвучим так, чтобы наши все телезрители запомнили, что это за такой второй секрет миллионера. Итак, первый. Заплати себе, откладывай 10% со всех своих доходов. Второй. Это четко контролируй доходную и расходную часть. Каждый день. Каждый день нужно собирать чеки, нужно собирать даже мелочь. Вот если вам дают сдачу, вы не берете, вы должны взять. В ресторане, например. Я не буду. Надо дать чаевые. Но вам дали сдачу, вы должны ее получить сдачу назад. Потому что когда я начал специальный сосуд такой деревянный сделал, туда вкидывать все свои сдачи, которые мне дают, за месяц кругленькая сумма получается. А нищим подавать на улице или в метро? Я бы запретил вообще, это их работа. Должна быть благотворительность, да, должна. И нужно заниматься благотворительностью, благотворить. Но это не подавать нищим, потому что нищим, когда мы отдаем, деньги уходят в никуда, мы прерываем вот эту энергию обмена денег и энергии денег. Совершенно верно. А если вы хотите кому-то подарить, купите игрушку соседке, детям. Я лучше рекомендовал бы детям вначале. Потому что, малоимущая семья. Купите игрушку и подарите просто так. Отлично. И самое главное, сделайте себе подарок. Откладывайте те самые 10%. И второй секрет миллионера Андрея Хавратова, который сегодня у нас в эфире, сделайте так, чтобы у вас были под контролем ваши доходы и ваши расходы. И, конечно же, увеличивайте статьи доходов и сокращайте статьи расходов. Вот о том, как это сделать, мы поговорим чуть позже. «Секреты миллионера» от Андрея Хавратова. Так сегодня называется тема нашей программы. И мы говорим о том, как приумножить
ваши финансы, как сделать так, чтобы денежки, а точнее деньги, были у вас каждый день и приумножались с каждым днем. И я хочу напомнить, что вы сегодня можете позвонить нам в студию по телефону, который видите на экране, задавать любые вопросы, которые связаны с вашими финансовыми проблемами, трудностями, задачами, абсолютно любые вопросы, и на них вы точно получите ответы от Андрея Хавратова, которые, поверьте, уже сегодня изменят вашу жизнь к лучшему. И хочу напомнить, что у нас поступают звонки, их буквально очень много звонков, связанные с тем, что люди, которые звонят, интересуются, что это у нас за такая штуковина находится за спиной. Но хочу сказать вам, что это не элемент декора нашей студии, а что это совершенно не случайно. Конструкция присутствует и у нас. И, Андрей, хочу спросить вас, что это такое? Давайте включим, попросим, чтобы нам Давайте, включили, да, я попрошу сотрудника прийти и включить, чтобы мы посмотрели в действии, в динамике, как это все устроено и организовано. Так, еще буквально прям несколько секунд, и мы увидим, как это все в движении выглядит, работает и создает вообще какое-то удивительное впечатление. Там даже вот я вижу, дверки открываются, закрываются. Здесь сделано все так, что я просто понимаю, что это какая-то дорога будущего. Ну, уже это дорога настоящего. Будущего она была еще 3,5 года назад, 5 лет назад. И это элементы новой транспортной системы второго уровня, струнные технологии. Разработчик наш российский, ученый, российский, белорусский, очень известный человек, о нем можно прочитать очень много в интернете, Анатолий Давидович Юницкий. И вот, задам вопрос вам, Александр. Хотели бы вы в Сочи за 4 часа и за 1000 рублей съездить? Андрей, вы прям на больную мозоль. С помощью этого транспортной системы... Это возможно? Я ездил в Сочи на автобусе. Вы знаете, сколько мне это времени заняло? И какой это был долгий путь, особенно с этой переправой. Поэтому, вот в Сочи или даже в Крым, я так понимаю, за 4 часа, за 4 часа примерно 1000, может быть, 1500, да. Но я бы тогда ездил каждый выходной. Мы сейчас делаем опросы по Москве, и Крым тоже показал результаты, что люди ездили бы каждую неделю в Москву, а то и 2 раза в неделю. Кто-то на заработки, кто-то просто шопинг сделать, скупиться. Скажите, а вообще где-то есть такие дороги? Сейчас строится экспериментальная площадка, где нижнюю, которую вы видите, уже 3 городские системы. И сейчас, в следующем году, мы представим уже именно скоростную систему 500 км в час. Уже разогнали такой транспорт до 105 км в час. То есть он может везде. И самое интересное, в труднодоступных местах, где мы не можем доехать. То есть там, где горы, вода, топи, это все возможно. Вот все, что связано с Дальним Востоком, вот эта вечная мерзлота, то есть везде можно проложить везде такую дорогу. И Минтранс России уже признал это транспортно-инновационной системой. Сегодня представлены во многих странах и подписаны предконтракты на большую сумму. И как это связано с нами, с Академией? Да. В 2011 году я создал Академию частного инвестора и подготавливал людей, именно частных инвесторов, как правильно распоряжаться деньгами, как инвестировать. И в 2014 году я познакомился с уникальным человеком. Я влюбился в этот проект, потому что мне, когда я сажусь в самолет, иногда становится страшно. А вдруг он не долетит до того места, куда я лечу, да? Ой, слушайте, я солидарен с вами. Когда я сказал, я хочу вам помогать, чем я могу помочь, так как аудитория в Академии очень большая, это продвинутые, скажем, частные инвесторы, мы, скажем так, я пригласил Анатолия Даровича Юницкого, он рассказал об этом, и огромное количество сегодня людей в мире, более 1 миллиона человек, поддерживают строительство этой эстакадного транспортной системы. И уже почему это уже не будущее, а настоящее, будет начало декабря, транспортная неделя в Москве, со 2 по 8 декабря, оно будет у нас в гостином дворе. Все приходите, кто хочет реально увидеть вот такие модели. Они будут на самом первом плане, за нами будет РЖД. Супер, супер, здорово, отлично. А у нас следующий звонок в студию. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте, меня Андрей, Александр. Меня слышно? Да, вас слышно, вы в прямом эфире, говорите, какой у вас вопрос и вы откуда? Я из Санкт-Петербурга. У меня вопрос по поводу того обучения, которое у вас в Академии частного инвестора происходит.
скажите, пожалуйста, как это быстро становятся люди профессионалами по этой теме? Как вас зовут? Алексей. Алексей. А сколько вам лет, Алексей? 29. 29. Какие у вас цели относительно вашей жизни? Что вы хотите? Я хочу осуществить, создать свою компанию, на самом деле, которая немножко изменит ситуацию в моей жизни и не только. Компанию вы хотите стать микробизнесменом, да? То есть открыть ИП, ООО? Больше. То есть вы хотите холдинг какой-то создать? Что? Да. Глобальную компанию? Да. А чем будет заниматься ваша компания? Что она будет производить? Товары, услуги? Какое это направление? Скорее услуги и в сфере финансов. В сфере финансов. Да. То есть, правильно я понимаю, вы бы хотели, может быть, в будущем создать какую-то компанию, которая будет работать на в инвестиционном бизнесе, и вы бы развивались именно в инвестиционном бизнесе. Правильно, Алексей? Да, именно так. А образование какое у вас, Алексей? У меня незаконченное высшее. IT-инженер, можно сказать. Так, а попытки у вас уже были? Вы что-то делали в своей жизни? Вот что вы уже пробовали? Опыт есть какой-то? Опыта создания компании не было. Ну вот в инвестировании были хайпы, так называемые. Хайп-фонды. Отлично. Так, давайте еще раз повторим вопрос. Сформулируйте и скажите, что? Ну, в общем, меня интересует по поводу обучения, что может дать ваша Академия частного инвестора для меня, вот, например, как с небольшим опытом, скажем так. И как ваши ученики быстро становятся профессионалами. Могу отвечать, да, Алексей, уже? Да. Посмотрите, здесь вопрос всегда, можете ли вы? Да, можете. Это отвечаю сразу. Более того, вы сказали, что хотели бы создать бизнес. У нас есть обучение инвестиционному консультанту. Мы готовим таких вот специалистов и заинтересованы, чтобы они были нашими партнерами. И я лично очень заинтересован в том, чтобы огромное количество людей, которые прошли у нас обучение и стали профессионально в этом направлении работать, и дальше консультировать, чтобы это были компании-партнеры наши. И здесь вот уместно сказать следующее, что вы можете получить результат так быстро, как вы этого хотите. А дистанционное обучение частного инвестора, то первое базовое обучение, которое я бы рекомендовал, там 240 или 250 страниц А4 формата в PDF, можно изучить за полгода, за 2 года, а можно изучить за 15 дней. Как быстро вы будете выполнять те задания, которые там есть, и задавать вопросы, потому что я всегда на вебинарах отвечаю на все вопросы. Или нашим консультантам, которые проводят вебинары. И самое главное — практика. Практиковаться. Практикуйтесь быстрее, практикуйтесь больше. И результаты, кто-то имеет результат за 1,5 года, он уже сохранил и приумножил из 1000 10 тысяч долларов за 1,5 года. А есть такие яркие результаты, когда однажды пришел ко мне один бизнесмен в сфере недвижимости из города Перми. В 2012 году прошел у меня курс, у него были долги, достаточно большие долги. А через 9 месяцев он уже зарабатывал больше, чем до кризиса 2008 года. И сказал, те знания, которые я получил в академии, вот благодаря только этим знаниям я смог решить эти финансовые трудности и проблемы. Отлично, Андрей, получается, это некая удочка, которую вы даете, да, а не рыба, да? Вот как вы говорили, мы вас поведем. То есть вы дали удочку, а захочет ли человек уже ловить этой удочкой? Это уже зависит от него, вот та самая история реализации. Но одна из моих задач как бизнес-тренера так стимулировать человека, чтобы он сказал, я это хочу. Поэтому и нужен наставник. Совершенно верно. Отлично. А мы сегодня провели специальный опрос и узнали, как наши граждане нашей страны относятся к теме финансов. А именно мы задавали вопросы, как они умеют сберегать свои средства, как они их умеют приумножать, какие у них вообще есть знания, умения, навыки по поводу управления своими финансами. И сегодня мы получили потрясающие результаты, которыми и хотим с вами поделиться. Хотите узнать законы приумножения денег? А как? Подскажите. Хотели бы создать свое дело, приносящее миллионы, и жить на проценты от своих инвестиций? Конечно, кто этого, точнее сказать, не хочет. Как бы на государство не стоит уповать в наше время. Здравствуйте. Скажите, Добрый пожалуйста, день. как вы сохраняете свои деньги? Ну, обычно в банке. А как вы приумножаете свой доход? Новая работа. Просто откладываю, не трачу лишнее. Сейчас перекладываюсь в акции российских компаний. Под подушкой. А никак? А как можно их сохранить? Никак.
Вы бы хотели создать свое дело, приносящее миллионы, и жить на проценты от своих инвестиций? Ну, конечно, кто бы не хотел. Кто бы научил бы, да показал бы еще. Один из самых главных страхов, который существует в жизни любого человека, это страх, страх потери. Но страх потерять финансы, он очень существенный в жизни. Почему? Потому что ты тратишь время, тратишь энергию, тратишь силы, ты копишь эти деньги, и ты, естественно, хочешь распорядиться ими грамотно, так, чтобы они не потерялись, а точнее не потерялось то время и те силы, которые ты потратил на то, чтобы скопить эту сумму денег. Поэтому естественным образом возникает вопрос, а как нужно вложить так, чтобы не потерять? Андрей. И вот это, кстати, третий секрет – оберегать свои деньги от потерь. И я хотел бы сейчас, чтобы занесли в студию нашу разработку. Это тренинг-игра «Гений финансов». То есть не просто игра, это тренинговая игра «Гений финансов», которая разработана специально Академией частного инвестора. Я вот так вот ее. Это тренажер, где мы здесь обучаемся и как сохранять свои, откладывать 10%, как их контролировать, расходную доходную часть, как оберегать свои деньги от потерь. Вот здесь, в этой игре... Это как раз третий секрет, я напоминаю вам. Третий секрет – оберегать свои деньги от потерь. И вот эта игра, тренинг-игра, она создана именно Академией на базе, скажем, многих таких вот есть подобных игр, но она адаптирована к нашей территории, к ментальности нашей советской, такой российской ментальности, постсоветской такой, да. И я приглашаю всех поиграть в наших центрах, где есть представители, где можно сейчас поиграть в эту игру. Андрей, я правильно понимаю, то есть вот у нас был звонок от Дениса, и он как раз спрашивал, как можно быстрее. Вот как люди приходят в фитнес-центр, да, и они хотят быстрее похудеть, и они занимаются, тренируются. То есть получается, что в сфере финансов для того, чтобы у тебя побыстрее все сработало, точнее, сформировались привычки, определенное мышление, образ мыслей, поменялось отношение, тебе тоже нужно тренироваться. Так ли это? И вот это и есть очень хороший тренажер. Особенно, когда люди играют, здесь 8-10 игроков могут играть. Плюс есть люди, которые просто приходят, слушают и смотрят это как тренинг. И здесь вырабатывается очень правильное такое инвестиционное мышление. Многие люди, кто играл в эту игру уже в наших центрах, говорят, перемены очень сильные у всех. Нет разницы, либо это пенсионер, либо это брокер, либо бизнесмен, либо предприниматель, либо даже банкир. Слушайте, вот я смотрю и читаю эти слова, я понимаю, что все, я хочу поиграть. Андрей, когда и где? Скажите мне. Когда люди позвонят, им расскажут, где это можно поиграть. Так. Но я хочу сказать, что 9 числа будет конференция, можно встретиться со мной. Конференция будет проходить в станции метро Выставочная, это в экспоцентре. Павильон номер 7, конференц-зал на 4-м этаже. Там мы поговорим об этом и расскажем, где и когда уже можно прийти и поиграть в эту игру. Она пока не продается, мы ее только, скажем, играют только в наших центрах для того, чтобы люди еще и образовывались и обучались инвестиционной грамотности. Расходы, доходы, день баланса, это все вот в себя включает вот это большое полотно, в котором, поверьте, ключевое слово «мечта» я даже вижу. Понимаете, я чувствую, это просто увлекательная история, в которой ты точно прорабатываешь свои установки, свои убеждения негативные, которые тебя ограничивают. И более того, ты приобретаешь то знание, тот навык, который тебе необходим. А у нас следующий звонок в студию. Алло. Алло, да, здравствуйте. Да-да-да. Как вас зовут? Вячеслав. Вы откуда? Из Москвы. Сколько вам лет? 35. Отлично. Какой у вас вопрос, Вячеслав? У меня вопрос такой. Сейчас очень много рекламы в отношении банков. Вы прекрасно понимаете, что как бы, это такой вопрос, который волнует, наверное, 90% людей. Накопить, как вы говорите, 10% и отнести там, или инвестировать куда-то. Вот стоит ли все-таки в банки вкладывать там, под проценты? Потому что большинство, я уверен, что и пенсионеров, там, и молодых людей несут туда деньги с надеждой получить проценты. Вот такой у меня вопрос. Стоит ли мне вкладывать? Правильно я понимаю вопрос, стоит ли нести деньги в банке, да? Тут стоит вопрос, верно. Какие банки? Банков огромное количество. Ну, во-первых, я говорил уже сегодня, если у человека есть, к примеру, какие-то уже, говорил у нас человек, который работал таксистом, 130 тысяч он накопил за 2 года. Я рекомендую, если вы хотите сохранить деньги и учиться приумножать эти деньги,
то сразу же отнести их в гарантированный сектор. А гарантированный сектор у нас это только банковский сектор. Почему гарантированный? Потому что есть депозитный договор. Раз. Второе, если с банком что-то случится, он платит страховку возврата вкладов. И здесь нужно правильно отобрать. И чтобы не быть жадным и не гнаться за большим процентом, распределите какую-то сумму, к примеру, если у вас 100 тысяч, на 5 банков. Эти банки должны быть хотя бы в первой сотке рейтинга банков. Хотя бы. Но почему нужно учиться вот именно так? Вы знаете, теряются и приумножаются деньги одинаково. То ли $10, то ли 100 тысяч долларов, то ли, может быть, миллион. Ну, возьмем рублями, да? Либо это, скажем так, 500 рублей, либо 50 тысяч рублей, либо 5 миллионов рублей, либо 50 миллионов рублей, они как приумножаются одинаково, так и теряются одинаково. Поэтому легче учиться на маленьких деньгах. И главная задача человеку выработать в себе правильное инвестиционное мышление. А правильное инвестиционное мышление, вот твой капитал через год должен вырасти, ну, хотя бы на 5%. Если он вырос хотя бы на 5%, значит, у тебя мышление, идешь по пути правильного инвестиционного мышления. Если же они уменьшились, значит, это неправильно. Пришел в академию и получил пожизненные инструменты на всю жизнь. То есть ты сходил один раз, поучился, и у тебя на всю жизнь есть инструменты, которые поддерживают и воспитывают твое инвестиционное мышление. И для того, чтобы я хотел бы еще дополнить, для того, чтобы не просто получил, а чтобы постоянно повышаться, я рекомендую систематически посещать наши обучающие тренинги, вебинары, офлайновские, онлайновские, чтобы быть в этой теме и всегда видеть, что делается на рынке. Что делается на рынке. А я хочу напомнить, что звоните по телефону, который вы видите на экране. Напоминаю, что звонок бесплатный. Вы можете позвонить. У нас осталось буквально несколько минут до окончания эфира, поэтому торопитесь. У нас сегодня просто разрывается телефон, мне сообщает продюсер. Буквально более 1500 звонков, а точнее звонящих хотели получить ответы на свои вопросы, но, к сожалению, у нас ограниченное время. Но не отчаивайтесь, по данному номеру телефона вы можете позвонить и после эфира и задать свои вопросы. А у нас еще один звонок. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр, Андрей, как вы меня слышите? Да, отлично. Вы в прямом эфире говорите. Откуда вы? Меня Дмитрий зовут. Я бизнесмен из Подмосковья. Отлично. Сколько вам лет? 35 лет. Смотрю передачу с самого начала и очень внимательно слушаю. Вот что я думаю по поводу того, что вы говорите. На самом деле это очень важно и необходимо. Я сейчас говорю о знаниях, о правилах инвестирования и о финансовой грамотности. Мы все понимаем, что ответственность за наше будущее лежит на каждому из нас. И это нужно и пенсионеру, и студенту, и домохозяйке, и любому человеку. Благодарю вас, Андрей, за то, что вы делаете. И вот недавно слышал в правительстве РФ есть поручение от президента разработать программу повышения финансовой грамотности населения. А вы, получается, уже стоите на передовой. Но вот я не совсем понимаю, какая ваша личная мотивация делать это. Вот зачем вы просвещаете простых людей? Да, Дмитрий, благодарю. Почему я это делаю? Мне часто задают такие вопросы, и благодарю еще за этот вопрос. Я от этого получаю удовольствие, когда я иду по пути своего предназначения. Когда с 2009 по 2011 год я обучался и искал свое предназначение, я наконец-то его нашел. И когда я делюсь сегодня знаниями и вижу результат, когда мне люди пишут, что благодаря вашим только 8 правилам частного инвестора я уже живу в достатке, у меня уже идут какие-то накопления, и я уже научился, как сохранять деньги и не терять их, вот это большое удовольствие. Когда ты видишь, когда консультируешь бизнесменов или предпринимателей, и у них были проблемы, они не могли подняться на другой уровень финансов, а они расширяются, ну, дорогие друзья, вы знаете, вот это когда ребенок начинает ходить и начинает потом бегать, это сравнивается примерно так. Поэтому я люблю свою работу, я хочу, чтобы моя цель в течение 3-5 лет, чтобы 1 миллион человек благодаря этим знаниям стали миллионерами. И я иду к этому и хочу сказать, что помогаю только всем тем, кто хочет сам себе помочь. Потому что если человек не хочет себе помогать, ему невозможно помочь. Ответил на вопрос, Дмитрий? Алло, да, Дмитрий, видимо, уже получил ответ, уже звонка нет в студии. Андрей, а давайте еще раз напомним третий секрет вашего успеха.
Секрет, давайте, первый 10%, то есть заплати себе, второй, контролируй доходную расходную часть, третий, оберегай свои деньги от потерь, и это тренажер, который учит всему этому, и четвертый, главный секрет, учись инвестированию. Учись инвестированию. Учись. И вот эта игра, этот тренинг, игровой гений финансов, он помогает правильно учиться инвестированию. То есть все вот эти 4 важных секрета, которые я раньше доносил через видео, через лекции вживую, сегодня они созданы в этой игре, и человек очень быстро, за 2-3, максимум 5 игр, он уже меняет свой способ мышления, по-другому относится к деньгам. Правильно я понимаю, для этого не имеет значения, какая у тебя профессия? Абсолютно не имеет. А имеет ли значение, кем ты работаешь на сегодняшний день? Вообще не имеет, потому что вот здесь вы видите, когда человек начинает играть, здесь есть менеджер, есть предприниматель, есть бухгалтер, есть инвестиционный консультант. То есть человек выбирает карточку, у него появляется какая-то профессия, и он играет. IT-специалисты здесь, полицейские, врачи есть даже, продавец-консультанты. Неважно, какой вы профессии, неважно, кем вы работаете в настоящий момент, неважно, какую вы делаете карьеру, приобрести дополнительные навыки, умения и знания по тому, как правильно собрать средства и как их правильно разместить, можно я уж таким простым языком, да? Как их правильно инвестировать, поможет вам Академии частного инвестора. А также вам поможет вот эта игра. Кстати, как она называется, эта игра? Гений финансов. Гений финансов. Игра «Гений финансов», которую вы сейчас прямо видите на экране. Поэтому тренируйте свой мозг, тренируйте свою память, тренируйте свое поведение, свои эмоции, чувства, меняйте отношения, меняйте свои установки, точнее, меняйтесь. И вообще становитесь новым человеком, который будет совершенно другими глазами смотреть на этот мир. Поверьте, это возможно. Я уже буквально в это поверил и в этом убедился. И знаете, Андрей, меня зацепила ваша теория. Теория НЭМИ, так называемая теория нового экономического... Эволюции мира. Новая экономическая... Эволюция мира. Эволюция мира. Не революция, а эволюция. Эволюция, конечно. Революция разрушения, а мы говорим об эволюции, о созидании, о том, чтобы развиваться. И поверьте, в эту жизнь мы пришли развиваться, открывать все новые и новые свои ресурсы и потенциалы. И Андрей Хавратов доказывает своим личным опытом и своей жизнью, как можно развить себя, как можно пройти через 2 банкротства, как можно пройти через огромный жизненный опыт, через 90-е, через те самые достаточно суровые времена, и прийти к тому, что ты стал успешным человеком и по праву можешь делиться этими знаниями. Итак, Андрей, вот возвращаясь к этому вопросу, все-таки... Что вообще человеку помогает, вот в завершении нашего эфира, что вообще человеку помогает поверить в себя, вот сказать себе: да, я этого достоин, да, я этого могу. Вот буквально в завершении ваши пожелания как духовного лидера Академии частного инвестора всем зрителям. 2 важных момента необходимо выработать человеку в себе, если он вдруг не имеет. Мечтать и начать действовать. Мечтайте, действуйте, и у вас все получится. Мечтайте и действуйте, вы найдете возможности. Мечтайте и действуйте, к вам придет супервозможность, которая может быть раз в 100 лет. И мечтайте и действуйте, и реализуйте свои цели и мечты. Вот мои пожелания. Андрей, скажите, а все ли секреты мы озвучили? Вот у нас было 4 секрета, или, может быть, есть какой-то уникальный секрет? Есть 5-й. Для того, чтобы быстрее все это совершилось, учись всегда зарабатывать больше. Нужно всегда учиться зарабатывать больше для того, чтобы больше откладывать 10%, больше инвестировать, больше получать выгоды от своих активов и еще больше инвестировать. Это и есть потоки богатого человека. Учись всегда зарабатывать больше, а именно будь хорошим продавцом. Продавай себя, продавай свой продукт, продавай ту услугу, которую ты собой являешь. Всегда продавайте. И главное, получайте от этого кайф и удовольствие. И расширяйте свои источники доходов. А они к нам приходят в нашу жизнь через наши возможности. И как утверждает Андрей Хавратов, рабочее место можно потерять. Работу никогда нельзя потерять. Она всегда тебя окружает. Просто вытяните руку и на расстоянии вытянутой руки посмотрите, что вас окружает. Поверьте, эти возможности уже есть в вашей жизни. Дорогие телезрители, я искренне желаю вам, чтобы в вашей жизни... Дорогие телезрители, я искренне желаю вам, чтобы в вашей жизни изменилась ваша финансовая ситуация, что те долги, которые есть в вашей жизни, обязательно что-то с ними произошло.
они нивелировались, они погасились, чтобы те ваши потребности, например, улучшить жилищное положение. Поверьте, каждый второй гражданин России мечтает о том, чтобы улучшить свое жилищное положение, но для этого нужны финансы. Дай Бог, чтобы у вас все случилось наилучшим, благоприятным образом, и ваша тема была закрыта, а точнее реализована. Чтобы вы радовались той работе, на которой вы работаете и получаете достойную зарплату. Вы радовались тем средствам, которые лежат у вас на счетах. Вы радовались и тем средствам, которые вы вкладываете в ваших детей. Вы радовались и тому, что у вас есть средства на третий возраст, а точнее те годы, когда вы уже захотите отдохнуть, путешествовать по Европе. Поэтому пусть все ваши желания и мечты сбываются. Верьте в то, что они и правда сбываются. А если вы еще в чем-то сомневаетесь, то тогда я вам рекомендую зайти на сайт Академии частного инвестора, прийти на те мероприятия, о которых говорил сегодня Андрей, и принять к сведению то, о чем мы сегодня говорили. И самое главное, попробовать сделать первый шаг. Благодарю вас за участие, за то, что вы были с нами, что активно звонили. А с вами был, я напоминаю, миллионер, основатель и руководитель Академии частного инвестора, профессиональный инвестор, коуч, бизнес-тренер по финансовому и инвестиционному развитию личности Андрей Хавратов. Андрей, лично вас благодарю. Правда, благодарю. Дорогие знания дорогого стоят. Благодарю вас, дорогие телезрители. До новых встреч. До свидания. До свидания.